Мы находимся во втором по величине городе Польши, городе, входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО Кракове. При построении своего маршрута решаем не изобретать велосипед и за основу берем классический туристический маршрут, носящий название Королевская дорога, который объединяет большую часть знаковых достопримечательностей Кракова. Свое начало Королевская дорога берет на площади Матейка. На площади явно доминирует памятник, посвященный Грюнвальдской битве, которую увековечил на своем эпичном полотне художник Ян Матейка, в честь которого и названа площадь. Сама Грюнвальдская битва вошла в историю как одна из самых больших битв средневековой Европы. В Польше ее помнят и почитают, потому что она закончилась победой объединенных польско-литовских сил над крестоносцами. На вершине постамента мы можем увидеть конную статую короля Владислава Ягелла, под предводительством которого и была одержана победа. С площади Яна Матейка подходим к Барбакану, который когда-то был частью фортификационных сооружений, защищающих город. Круглая форма Барбакана позволяла вести круговую оборону. В шаговой близости от Барбакана находятся Флорианские ворота, которые являлись частью крепостных стен, окружающих город, и через которые, собственно, и можно было попасть в средневековый Краков. Частью Флорианских ворот является 35-метровая башня с изображением святого Флориана, в честь которого и названы ворота. Через старый город идем к нашей следующей цели – Рыночной площади. Рыночная площадь в Кракове является крупнейшей средневековой площадью в Европе. Войдя со стороны улицы Флорианской, первое, что мы видим, это памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу. Сама статуя Адама Мицкевича располагается на высоком постаменте, внизу которого находятся 4 аллегории, обозначающие родину, доблесть, науку и поэзию. Следующим нашим объектом является Мариатский костел, названный в честь Девы Марии. Внешний облик костела формируют две башни неодинаковой высоты. Более высокая имеет высоту 81 метр и называется Стражницей, потому что на ней всегда был стражник, высматривающий пожары и врагов, приближающихся к городу. Внутри главным украшением костела является алтарь работы Вита Ствоша, который за свое детище получил около 3000 флоринов, что, вдумайтесь только, являлось эквивалентом годового бюджета города. Опять выходим на площадь. Сейчас мы видим здания суконных рядов, которые делят площадь на две равные части. Суконные ряды по своей сути были торговыми рядами и получили свое название благодаря сукну, как главному ходовому товару того времени. Через суконные ряды переходим на вторую половину площади, где явно доминирует здание ратуши. Когда-то тут выполнял свои функции бургомистр, здесь функционировали суд присяжных, канцелярия и архив. На первом этаже готической башни размещалась городская казна, а в подвале круглосуточно работала камера пыток. Ну что же, вот это настоящий пример универсальности и максимальной оптимизации органов местной власти. Рядом с ратушей находится один из наиболее странных памятников, связанный Эрос, который, по моему мнению, явно не вписывается в средневековое великолепие Рыночной площади. Наше пребывание в Кракове совпало с большим религиозным праздником тела и крови Христовых, Божий Чалу. Сейчас мы видим процессию верующих, посвященную этому событию. Błogosław Panie swemu stworzeniu, broń od nieszczęścia, ciesz utrapieniu.
Уходя с площади, покупаем традиционную уличную еду Кракова – обважанный краковский или краковский бублик, который, кстати, мог бы быть и посвежее. Идем по улице Гродской. Впереди видим костел Андрея Первозванного, особенность которого заключалась в том, что помимо духовных функций он был частью оборонительных сооружений города, о чем свидетельствует его 1,5-метровой толщины стены и узкие окна главной башни, более похожие на бойницы. А это костел святых Петра и Павла. Перед церковью расположены статуи 12 апостолов, которые придают ей торжественный и величественный вид. Подходим к символу Кракова, Вавельскому замку, который когда-то был резиденцией польских королей. Сейчас слева на стене замка мы видим многочисленные таблицы с именами граждан, которые жертвовали деньги на восстановление замка. Перед входом нас встречает памятник национальному герою Польши Тадеушу Костюшко. Сейчас мы находимся перед кафедральным собором святых Станислава и Вацлава, который на протяжении веков выполнял функцию коронационного костела и был местом погребения польских королей и национальных героев. Над входом висит кость мамонта. Лично для меня осталось загадкой, как эта кость вяжется с христианской религией в целом и католицизмом в частности. Алтарь собора. Одним из его элементов являются трофейные боевые доспехи, как дань славному военному прошлому Польши. Известное чудесными исцелениями черное распятие, перед которым молилась святая королева Ядвига, саркофаг которой мы увидим чуть позже. Как я уже говорил, Вавельский собор является местом захоронения многих польских королей и выдающихся личностей. Гробница короля Казимира Великого, который получил свое прозвище в результате своего мудрого правления, во время которого его страна процветала политически и экономически. Монарх, столь же дальновидный, как и просвещенный, вошел в историю как основатель первого в Польше университета. Саркофаг святой Ядвиги славилась своей добродетелью. Уже при жизни направила все свои драгоценности на разные благотворительные цели, поэтому была похоронена с регалиями королевской власти, изготовленными из кожи и дерева. Одна из самых красивых крипт собора – крипта Вазы. Перед нами шедевральный саркофаг короля Яна II Казимира Вазы, годы правления которого, кстати, совпали с восстанием Богдана Хмельницкого и закончились в 1668 году отречением от престола как следствие множества военных и экономических неудач. Крипта с саркофагом Юзефа Пилсудского, создателя польских легионов и первого маршала Польши. Из подвалов собора поднимаемся на башню Зигмунда, чтобы увидеть самый большой в Польше колокол Dzwon Zygmunt. Он весит более 12 тонн, имеет высоту 241 см и диаметр 242 см. Спускаемся с небес на землю. Сейчас мы находимся во внутреннем дворе замка с аркадами, откуда можно попасть на различные выставки, постоянно действующие на территории Вавеля. Выходим на смотровую площадку замка, где открывается отличный вид на Вислу и Краков.
Выходим с замка. Спускаемся с Вавельского холма, чтобы увидеть следующую достопримечательность – скульптуру Вавельского дракона. Увиденное, честно говоря, немного разочаровывает. Дракон выглядит как-то карикатурно и скорее похож не на легендарного монстра, а на выросшую до гигантских размеров сороконожку из фильма «Люди в черном». Недалеко от дракона находится памятник псу Джоку, как символу бескорыстной преданности человеку. Прогуливаемся по местной аллее звезд. Среди имен местных звезд глаз выхватывает звезды Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Интересно, эти поп-короли вообще догадывались о существовании Кракова? Заходим на Грюнвальдский мост, чтобы на прощание с Краковом полюбоваться Вислой и Вавельским замком. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Ну а пока.